Всем привет, друзья! Это канал True Kitchen, и сегодня мы будем готовить стейк из свиной шеи. Для его приготовления нам понадобится лук. Для мариновки килограмма мяса нам понадобится 200-300 грамм лука. Нарезаем соломкой. Затем берем лук и слегка отжимаем его. Затем берем свиную шею. Вы можете взять уже готовый порционный стейк свиной шеи, либо вы можете взять большой кусок мяса и вырезать из него нужный вам кусок. Помоем мясо. Вырезаем хрящи и сухожилия. Стейки нарезаем примерно толщиной в 2-2,5 см. Так стейк у нас получится сочным. Вот у нас получились такие крутые стейки. Теперь приправляем их. Я использую готовую специю, которую делают на рынке. Можно составлять специю самому. Для этого можно использовать любые пряные специи. Главное, чтобы в составе была паприка или куркума, что дает крутой цвет мясу. Также для любителей острого можно использовать острую паприку. Хорошенько засыпаем специями. Теперь солим. Добавляем немножко масла с каждой стороны. Аккуратно размазываем наши специи. Даже немножечко втираем. И теперь нам нужно поставить его мариноваться вместе с нашим луком. Немного лука кладем на дно емкости. Затем помещаем наши стейки. И еще сверху лук. И накрываем сверху миску подходящей тарелкой. В таком состоянии отправляем наше мясо мариноваться в холодильник. И ставим сверху какую-то, возможно, банку с консервацией, либо любой другой груз, для того, чтобы тарелка слегка прижимала наше мясо. Мясо в холодильнике нужно оставить желательно на ночь. Если вы хотите промариновать мясо быстрее, то можно его оставить в теплом месте на 3-4 часа. Такой маринад тоже подойдет, но мясо получится не настолько вкусное. А если у вас есть возможность мариновать мясо в вакуумном пакете, то это идеальный вариант. Делайте все то же самое, бросайте лук, специи, масло в пакет, вакуумируйте и отправляйте в холодильник на всю ночь. Итак, увидимся завтра утром. Итак, друзья, мясо простояло в холодильнике всю ночь, это примерно 12 часов. Теперь нам нужно отобрать лук от мяса. Лук желательно убрать полностью, для того, чтобы во время жарки он не сгорел. На данный момент лук сделал свое дело, отдал все нужные вещества мясу для маринада. Так что теперь его нужно просто выбросить. Вот такие замечательные два стейка у нас получились. Они стали чуть-чуть мягче. Теперь ставим духовку разогреваться на 180 градусов. В домашних условиях стейки лучше жарить на обычной сковороде и затем доводить до нужной прожарки в духовке. В случае со свининой нам нужна полная прожарка. Если вы будете пытаться сделать стейк полной прожарки на сковороде, у вас получится сухое и невкусное мясо. Поэтому лучше сделать красивую золотистую корочку на сковороде и затем довести до полной готовности в духовке. На сковородку я добавлю буквально каплю масла. Распределим масло по всей сковороде. И ждем, пока она хорошенько прогреется. Проверяем температуру нагрева сковородки легким касанием мяса. Если начинает шипеть, значит можно укладывать полностью. Когда мы положили стейки на сковороду, первые минуту-полторы трогать их нельзя. Они должны хорошо запечататься, должна появиться хорошая золотистая корочка. Вот такая корочка у нас уже получилась. Переворачиваем. На ощупь она слегка твердоватая. И это то, что нам надо.
В домашних условиях стейк можно жарить на гриль-сковороде ребристой. Но, как правило, от такой сковороды исходит много дыма, и поэтому на таких сковородках дома жарить я не люблю. Вот наши стейки обжарились уже и с другой стороны. Пока перекладываем на тарелку. Все, сковорода нам больше не понадобится. Духовка у нас нагрелась. И кладем на горячий противень на небольшом расстоянии друг от друга стейки. В зависимости от толщины и размера, где-то минут на 10. Еще раз повторюсь, до полной готовности. Итак, друзья, прошло 10 минут, затем я добавил еще 3 минуты, то есть 13. И я вижу, что левый стейк уже готов, а правому надо еще чуть постоять. Но мы его обязательно проверяем. Переворачиваем на обратную сторону и делаем аккуратно надрез. Если мясо светлое и вы не видите сукровицы, значит оно готово. Этот стейк я визуально вижу, что он недожаренный, и я его еще оставлю. Ну, теперь разрежем и посмотрим, какой стейк на срезе. Пахнет просто шикарно. И, собственно, вот мясо полностью прожаренное. С него прям льется сок, и он прозрачный. Стейк абсолютно готов. Друзья, ну на этом все. Наш вкуснейший стейк из свиной шеи готов. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк, подписываемся. Обязательно пишем внизу комментарии. Дальше только интересней.